сегодняшний герой – артист, на фамилию которого всемирная сеть интернет откликается сотнями ссылок на многих языках, а его популярность в мире классической музыки сравнима, пожалуй, с популярностью поп-звезды. Один из самых известных русских певцов, он давно желанный гость на всех оперных и концертных площадках мира. Западные журналисты в шутку называют его «Сибирским экспрессом». В гостях у программы «Камертон» Дмитрий Хворостовский. Когда ты возник как фигура публичная, у многих возникало ощущение, что ты человек очень надменный, высокомерный, исполненный гордыни, самовеличия. Это все-таки маска была такая? Ну, конечно же, маска. Конечно, маска. Которая закрывала определенный такой комплекс незнания, не боязни какой-то, стеснения элементарного. И под этой маской, видимо, так вот я очень умело скрывал. Кстати, когда, вот недавно мне об этом говорили, когда я появился на конкурсе в Кардифе, я был очень так странно одет, ну, как для оперного певца, рваные джинсы, там какую-то кожаную куртку. На голове у меня, бог там, черт знает, что было, волосы торчали в разные стороны. У меня была презрительно вытянутая нижняя губа, черные очки, через которых я там на всех смотрел. Потому что на самом деле у меня были выписаны эти очки, и никто моих глаз не видел. Кроме вот этой вот нижней губы ничего никто не видел. И члены жюри тогда, посовещавшись, только увидев меня, говорят: вот этот человек победит. Еще не слышав меня ни разу. Я знаю, что в Кардифе написали, что вот бывает так иногда, что появляется волшебник и завораживает всех. И что за 20 лет до того таким волшебником явился Паваротти, а вот сегодня Хворостовский. Это было написано журналистом после твоей победы в Кардифе. Серьезно? Да. Я не читал. Я тебе дам прочитать. Ура? Нет, мне достаточно, что я услышал. Паваротти и Хворостовский. Знаете, когда я начинал петь вообще в консерватории, других критерий у меня не было. Паваротти и Хворостовский, Карузо и Хворостовский, Шаляпин и Хворостовский, Титто Руффо и Хворостовский. И только так. Без этого куража я бы никогда бы не побеждал так легко на конкурсе. Вот. И это все продолжалось до первых моих работ в опере. После этого, когда я получил первый разгромное ревью. И в Ковенгардене с пуританами, по-моему, 92-й год. Разгромное абсолютно ревью. Что вот этот вот эта обещанная звезда разочаровала. И так далее, и тому подобное. И я, в общем, это все читал, тогда переводил со словарем для себя. И постепенно, там, покрываясь пятнами, и волосы у меня оставали дыбом от всего этого. И получив этот первый удар, по-настоящему большой удар для себя, я очень многое в жизни переоценил и осознал. Но с тех пор вот этот мой кураж, вот эта вот надменно вытянутая нижняя губа, она исчезла навеки. Ну, с другой стороны, как ты мог иначе, если ты, мальчик из Красноярска, не мечтал бы быть
Паваротти и я, и не ставил бы знак равенства, наверное, не хватило бы сил так выйти? Не знаю. Будучи студентом, в принципе, на первом курсе мой педагог Екатерина Костина-Йофель делала открытый урок. Тогда была ярмарка, приехали все, значит, члены жюри, комиссии и работодатели, все, в общем, большие очень люди. Зарисана Долуханова, Шпиллер Наталья Дмитриевна, очень многие, в общем, светила, что ли, вокального мастерства, искусства, преподавания. Вот, они все были на этом открытом уроке и задавали себе вопрос, а что этот мальчик здесь делает на первом курсе? Пора уже идти работать. Вот. Попав на первый курс к Екатерине Константиновне, я очень многое было сломано во мне. То есть сломано было ею сознательно? Сознательно, да? Перед выходом на сцену, там, приходя, распевая меня в оперный театр, где я уже начал работать со 2-го, с 3-го курса, портила мне настроение нещадно. И один раз я просто, едва ли не заливаясь слезами, спросил ее, зачем вы это делаете? Она сказала, что, знаешь, твои лучшие друзья и коллеги будут счастливы это сделать с тобой, чтобы выбить тебя из колеи. Вот. Поэтому ты должен и к этому быть готов. Вот. К сожалению или к счастью, этого никогда не случалось и не случается. И не случится никогда. Мои коллеги и друзья никогда такого не сделают со мной. Но с другой стороны, мы с тобой прекрасно знаем, какая жестокая сейчас конкуренция за концерты, за роли, как... Ну, очень сложно существовать в этом мире. Мне не сложно. Я тебя... Нет, ну, замечательно, чудное признание. Наверное, в характере у баритонов больше дружелюбия и, скажем, миролюбивости, потому что если, спроси любое сопрано. Мы так все дружно живем, все мы коллеги, все сопрано мира, мы так друг друга любим. Это анекдот. Так что я думаю, что просто у баритонов, видимо. Да нет, это абсолютно не баритоны, просто я считаю, что каждый из самодостаточных, что ли, творческих единиц занимает свою нишу, заняв свою нишу, должен именно в этой нише работать или там раздвигать локтями, но не чужих людей, а просто другое пространство для того, чтобы осваивать какие-то новые, интересные для себя пути, жанры, направления. Не расталкивая людей, расталкивая что-то другое, понимаешь? Расталкивая свою инертность, тренируй свой мозг, учи репертуар, заставляй себя прыгнуть выше головы, куда-то пойди, что-то найди. Вот это самое главное. Заниматься вот этой вот крысиной вознёй абсолютно не имеет никакого смысла. Как происходит с режиссерами? Ведь сейчас